Друзья, стартует новый долгожданный проект. Такие разные жилеты. 5 мастериц вам покажут мастер-класс. Новые идеи, новые возможности. Как шить из лоскутков, что придумать из старых жилетов, и старой одежды. Вам достаточно перейти по ссылке и нажать на тот канал, и вы окажетесь в гостях. Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина Никита. Скоро зима, и мы с девчонками решили сшить жилетку, душегрейку, безрукавку. Выкроила я 2 полочки, чтобы вам было видно, я разверну. Обратная сторона у меня ситец, наверх положила флизелин клеевой стороной кверху. Приступаем. Низ, он будет подравниваться, и поэтому я выкладываю вот такой тканью, чтобы было не жалко рисунок обрезать. Какие жилетки у нас получатся, мы сами не знаем. Столько мыслей, столько идей много, но как это все воплотить в жизнь, и все передумываешь, то это лучше, то джинсовую, то как пицца, то меховую. Жилет у меня будет несимметричный, рисунок будет разный. Выкладывая лоскуты, распределяю так, чтобы нижняя ткань уходила вовнутрь, где-то на 0,5 мм. И теперь посмотрите, что у меня есть. Это что? Это наши любимые домики. Я нарезала просто прямоугольники, сделала окна, отверстия. И туда буду подкладывать ткань. И вот такая у нас будет крыша. Что-то пониже опускаем, что-то повыше делаем. Вот посмотрите сюда, вот эта сирота. Она очень сливается, поэтому я меняю местами, чтобы был какой-то контраст. Разложила я домики, и теперь вот такие обрезки ткани я вставляю окна. Вот наши окна. Почему мне нравится очень делать домики? Все ненужные обрезки идут в ход. Это обрезки от брюк, наверное, или от куртки, не знаю. Вот отрезали полосочку и вставили на окна. Когда яркие цвета, посмотрите, как красиво получается. Дома построили, но у нас с вами здесь пустота, виден флизелин. И теперь я добавляю ткань, чтобы заполнить эти пустоты. Где-то маленький лоскуток, где-то длинненькие, большие. Но стараюсь также использовать все обрезки вот такие ненужные. Вот такая картина у меня вырисовывается. Я на полочках с 2 сторон здесь оставила по 2 сантиметра, потому что когда это все прошьется, это все будет выравниваться и обрабатываться край, чтобы наши дома никуда не уехали. Ну а теперь давайте посадим с вами деревья, чтобы не было скучно домиком. Кто со мной давно, вы сами прекрасно знаете, что у меня все работы как-то они однотипные. Деревья, домики, цветочки, листики. Смотрите, я делаю вот такой фон. Это тоже обрезки. У меня здесь на полную не хватает, поэтому я ее поднимаю чуть выше. И располагаю деревья. А здесь будет забиваться у меня листвой. И также я и с этой стороны сделаю. Но я выровняю половинки, чтобы у меня совпадали вот эти голубые лоскуты. Все-таки решила я сделать задний фон, чтобы лишние лоскуты не подпихивать. Листва листвой, но все равно будут пространства, и поэтому мне будет проще. Я лучше приклею листья на клей-карандаш. Ну, а листья делаются просто. Берем ткань разной цветовой гаммы, и вот так вот в кругляшечки я нарезаю овальчики. Просто режу ткань. И посмотрите, такими ножницами, посмотрите, какие красивые листочки получаются. Кстати, в эти деревья можно также добавить и цветы. И я немножко помусорю. Просто их раскидываю. Потом нарежу другой цвет. И другого еще пораскидаю. И получится у нас контрастные листья. Можно сразу же прям резать на деревья. Как они упадут, так они и будут у вас лежать. Значит, они туда захотели упасть. Вы знаете, вот с голубым цветом у меня почему-то напряженка. Все я израсходовала и уже собираю совсем из лоскутов. Что получится, какой контраст, даже не знаю. Вот таким обрезком я очень даже рада.
что у меня даже есть такие цвета. Чтобы не был прямой угол, я вот так вот закруглю и положу. Как так задумано. А вот этот вот остаточек маленький, я его разрежу напополам. И на самое верхнее небо я положу. Улыбнулась мне удача, нашла вот такой лоскуток. Ну, конечно, он смахивает на речку. Я сейчас наверх его и вырежу. Знаете, в чем плюс? Вот именно в моей этой работе. Я не порезала ни одной хорошей ткани. Все лоскуты, лоскуты, лоскуты. Смотрите, моя любимая гортензия. Остатки роскоши. Чтобы не были скучные деревья, я добавлю еще цветы. Их желательно приклеить на клей-карандаш. Перед тем, как накрывать фатин, органза, сетка, мы должны убрать вот эти все ненужные ниточки, чтобы волосики, чтобы у нас ничего не смущало. У меня на данный момент вот такой фатин. Сетка мелкая-мелкая, она нежно-нежно зеленая. Я ее буду использовать. И вот я беру, распределяю и накрываю. И мы с вами через мокрую ткань должны это все отутюжить. Посмотрите, ну как здесь можно шить? Не успела зафиксировать булавками, кошка уже тут как тут, уже облюбовала. Несмотря на то, что у нас на флизелине я зафиксировала булавками и рисунок, и также по периметру, что когда будем стягать, чтобы ничего у нас не смещалось. И мы приступаем к стежке. Стежку я буду делать на свободном ходу. Если у вас нет, можете просто использовать обыкновенный зигзаг. Обыкновенная прямая строчка, менять направление. Домики я буду делать на зигзаге по контуру. Окна буду также прошивать, наверное, прямой строчкой. Ну а здесь я буду делать фигуристую какую-нибудь строчку. Перед тем, как делать стежку, посоветую вам намотать сразу несколько шпулек, чтобы вас они вообще не беспокоили. И смотрите, вот эта машинка, она у меня не переключается на свободный ход. У меня есть вот такая вот черненькая насадочка, она просто сверху одевается, и все. И мы не переключаем зубчики. Ну, а лапка у меня для стежки. Вот, посмотрите, вот такой у меня получился перед. Как бы детский, но сшит-то не по-детски, а по-взрослому. И я решила, что спинку я не буду делать в стиле пиццы. Я буду делать из портьерной ткани. Это тоже у меня лоскуты, остатки. Но так как, видите, здесь рисунок. И чтобы спинка была симметрична, я нахожу центр, складываю его пополам.
Вот у меня в рисунке вот такие есть ромбики. И чтобы она у меня была посередине. Выкладываю спинку. Перед немножечко смещаю наперед, потому что у нас будет застежка. И вырезаю. Но у спинки пройма, она чуть-чуть побольше, чем на полочке. И на спинке горловины она не такая глубокая, как с лица. Вот такая рисунчатая спинка у меня будет. Теперь можно взять и сшить. Портьерная ткань, она все-таки плотная. И у нас здесь было без утеплителя, но несколько слоев ткани, и немножечко она плотная. Но здесь же тоже можно приукрасить немного. И для этого я взяла ситец, но его надо проутюжить, потому что это считается натуральная ткань, и она дает усадку. Вырезала я синтепон. Синтепон у меня не толстый, но если вы прогладите, проутюжите его утюгом, он еще примнется и создаст не совсем такой толстый эффект. Выкладываю спинку, и надо зафиксировать все это булавками обязательно. Смотрите, синтепон я вырезала по подкладке. Но когда я приложила, видите, он выходит в разные стороны. И когда мы выравниваем, мы равняемся не на синтепон, а на нашу нижнюю подложку, чтобы у нас они совпадали. Я обрезала лишний синтепон, чтобы он меня не смущал. И теперь я буду делать стежку. Но стежку я буду делать на свободном ходу, не заполняя полностью пространство, а буду проходиться по контуру рисунка. Посмотрим, что у нас получится. Ну вот смотрите, сделала я стежку, прошила. Не знаю, видно вам строчку или не видно, но прошивала я по картинкам. Здесь, допустим, пятачок коричневый, желтый с белым. Начала шить белым, белый очень сильно теряется. Здесь вот синее, желтое. Ну, такой небольшой контраст цветов. Не знаю, передает это или не передает, но мне очень хорошо все видно. Бросается в глаза стежка. Конечно, немножечко она халтурная, не ювелирная работа, но пусть будет так. Я покрутила немножко спинку, но смотрю в экран, все равно нет такого эффекта, красок таких. Но что хочу сказать. Это тоже идея такая. Если у вас есть ткань просто с каким-нибудь обыкновенным рисунком, достаточно просто положить из других ниток строчку, и у вас сразу заиграет рисунок, и будет оригинально смотреться. После того, как вы сделали стежку, это надо все отутюжить. Потом вы все выравниваете, состригаете вот эти вот края неровные, делаете подкладку, наметываете свое изделие, на себя прикидываете, где надо, убавляете, нужные выточки делаете, вносите все изменения. Потом выкраиваете подкладку. Как мы выравниваем? Вот сложила я вместе, совместила центр, по какому я ориентировалась, и все. И просто мы это все состригаем. Или обрезать, как хотите, так и называйте. Взяла я ситец, сложила я в 2 сложения, и вот так я всегда экономлю ткань. Я никогда ткань не складываю пополам и не выкраиваю. Я всегда вымеряю, чтобы мне хватило, потому что вот эти вот полосочки, они пригодятся в дальнейшем, чем просто так резать ткань. И прям по контуру все вырезаю. Вот такая веселенькая у меня будет подкладка. Не хочу использовать синтетическую ткань. Вот эта деталь называется подборд. Вот так это будет выглядеть. Здесь у нас всегда, когда мы делаем подборд, вот такая дуга, изгиб. И чтобы вам не ошибиться, вы берете, рисуете полосу и прибавляете свои сантиметры на швы. Я прошила боковые и плечевые швы и разутюжила их в разутюжку. Также собрала подкладку, пришила подборд, пустила строчку, и тем самым я зафиксировала декоративной строчкой, это называется отстрочкой, чтобы ничего не топорщилось. Также отутюжила. Эти швы мы делаем или в разутюжку, или заглаживаем туда к спине. И такой момент, когда мы вставляем подкладку. Во-первых, все швы у вас должны совмещаться, что на подкладке, что на вашем изделии. Также боковые швы, они должны быть ровно.
И что хочу сказать. Если вы обрабатываете косой бейкой и у вас подкладка синтетика, вискоза, то желательно сюда пришить обтачку. Потому что вы обработаете косой бейкой, когда вы будете одевать, ваша подкладка очень быстро порвется. Так как у меня хлопок, я не стала делать обтачку. Перед тем, как пришивать косую бейку, я вам советую зафиксировать все булавками. По идее, на пройму тоже пришивается обтачка. Так как у меня жилет будет полностью обрабатываться косой бейкой, у меня принцип пошива совсем другой. Точнее, каждая модель шьется по-своему. Когда я по периметру зафиксирую все булавками, конечно, я все подровняю и пущу в край строчку, соединяя все две части. Когда распределили подкладку, все вы зафиксировали булавками. Еще раз проверяйте, совпадают швы или нет. Совпадают ли полочки, может быть, одна длиннее, другая короче. Все проверяем. Прошлась я по кругу. Булавки мы можем убрать. У женщин справа налево, у мужчин слева направо запах. Если воздушные петли, то пришиваем сразу, закрепляем, а потом обрабатываем косой бейкой. У женщин петли справа. И что хочу сказать. Почему я решила шить домики? Мне 2 раза мужчина написал в комментариях: пожалуйста, покажите, как шьются домики, как они делаются. Я хочу жене шить сумку. И поэтому я передумала все и решила сделать домики. Край я буду обрабатывать вот такой косой бейкой. Как раз мне ее хватает. И, на мой взгляд, по цвету она тоже отлично подходит. Стартует долгожданный проект. Такие разные жилеты. 5 каналов участников, какие вы можете посетить. Зайти просто к ним в гости. Ссылки будут в описании. 5 мастериц вам покажут свои жилеты. Ведь у каждого творческого человека свой подход, свои идеи, свои возможности, свои задумки. Достаточно просто нажать на ссылку, и вы окажетесь в гостях на этом канале. Можете просто погостить, посмотреть видео. Если понравилась мастерица, конечно, подписаться и оставить свой комментарий, поделиться своими идеями, немного покритиковать. А вдруг вам понравится канал, и вы также будете заходить в гости.